Привет, друзья! Германия пообещала 100 миллиардов евро на модернизацию армии. Прошел год, но заметны ли перемены в казармах? Где бронежилеты, где техника, где обученные кадры? Ответ может удивить. Даже канцлер не в силах ускорить реформу. Почему Мерц застрял в системе, где одно министерство блокирует другое? Так кто же действительно контролирует армию Германии? Канцлер или устоявшаяся система согласований? Давайте разберем реальные причины того, почему даже сегодня, в 2025 году, Германия не готова к современной войне. Это не просто история про армию, это рассказ о том, как действующая система побеждает даже того, кто имеет все полномочия. И, возможно, именно в этом кроется главный риск для всей Европы. По данным историков, даже Конституция ФРГ создавалась с учетом внешних требований. Армия только для обороны и только по решению парламента. Именно поэтому любое усиление Бундесвера десятилетиями сопровождалось скандалами и заморозками. Система сдержек работала четко. А теперь Мерц впервые за десятки лет пытается ее сдвинуть. Но вот что важно, все упирается в то, что эту машину невозможно просто включить по кнопке. Сегодня Мерц пытается сломать старую доктрину, а она ломает его. Германия объявила о создании специального оборонного фонда в 100 миллиардов евро. Сделала ставку на жесткий разворот. Она должна вернуть себе статус сильного игрока. Но реальность оказалась другой. Как отмечают источники, близкие к оборонному комитету, средства до сих пор заморожены на счетах, а военные части в ожидании поставок. Причина – старая архитектура согласований. По-прежнему каждое решение проходит через длинную цепочку согласований между министерствами, иногда до 8 ведомств на один контракт. Закупка бронежилета может растянуться на месяцы, а бюрократические механизмы остались от времен, когда реформы в армии считались чем-то политически опасным. Мерц лично понимал эту тему на уровне кабинета, но даже канцлер, по словам инсайдеров, сталкивается с тем, что каждое изменение должно пройти десятки фильтров финансовых, юридических, политических, и все это на фоне растущего давления от союзников. Германия должна выполнять не только финансовые, но и стратегические обязательства. Но вопрос остается открытым. Кто на самом деле контролирует темпы модернизации? Правительство или система, которая привыкла не двигаться? Но вот что настораживает. Каждый его шаг будто заранее кто-то предусмотрел и обезвредил. И сейчас, после заявления о модернизации армии и ожидания реальных перемен, вместо рывка затянувшаяся волокита. Контракты разбиваются на куски, техника поступает медленно, а ключевые позиции остаются незаполненными. По данным, которые ранее публиковались в немецких СМИ, некоторые закупки включают те же бронежилеты и простейшее снаряжение, по несколько месяцев не проходит согласование. Причина не в деньгах, они есть выделены, приняты парламентом. Проблема в старой системе управления. В министерствах нет четкого центра принятия решений. Как говорят источники, знакомые с текущими обсуждениями, каждый департамент старается контролировать свой кусок, не пуская других к распределению бюджета. Именно здесь начинается та скрытая борьба. Минобороны, Минфин, аппарат канцлера, коалиционные партнеры, в конце концов, все участвуют в процессе, но никто не несет личной ответственности. Мерц требует четких сроков, но получает только технические доклады о временных задержках. Новая политика буксует, потому что управляют ей по методичке, написанной в прошлом веке. А когда реформа стопорится, попробуй еще найти, кто за это отвечает. Возникает логичный вопрос, почему никто не несет личной ответственности за срыв? Кажется удивительным, но даже при ошибках и задержках отставки крайне редки, потому что немецкая бюрократическая система построена на принципе формальной правоты. Если чиновник действует по инструкции, он не может быть признан виновным, даже если результатом становится существенное торможение процесса. По данным внутренних служебных записок, которые обсуждались в комиссии по обороне, в десятках подразделений оборонного сектора выявлены провалы в координации, но официальные отчеты продолжают говорить: работа ведется, все соответствует стандартам. Это и создает тот тупик. Мерц не может просто сказать «уволить», потому что каждый шаг обжалуется, блокируется или уходит в суд. Реформа требует действий, а неформальная система реагирует шаблонами. Такой бюрократический щит формировался десятилетиями,
и теперь стал главным барьером для канцлера. Он может заявить о новом курсе, но не может сдвинуть тех, кто привык сидеть на старых правилах. Даже слово «кризис», как утверждают аналитики, не может быть произнесено без предварительных согласований. Но это только верхушка айсберга. Нам всем кажется, что канцлер выходит к микрофону и говорит от себя. Но на самом деле это результат многоуровневой инженерии. Каждое публичное выступление Мерца создается по сложной схеме. Сначала внутреннее согласование с министерствами, затем проект речи, часто сразу в нескольких версиях под разные аудитории. После этого длинная цепочка правок. По информации, подтвержденной источниками из медиасферы, отдельные формулировки проверяются юристами, экспертами по международной риторике и пресс-службой. Есть даже список слов, которые допускаются, и тех, что запрещены. Например, без официального согласования канцлер не может произнести слово «кризис», «ошибка» или «угроза». Мерц – лидер страны, но на каждом этапе его ограничивают. Даже темп, паузы, интонация – все согласуется заранее. Именно поэтому, как отмечают медиа-аналитики, речи звучат как административные документы. Без эмоций, без прямоты, без риска. Это не спонтанное выступление, а результат внутренней координации. Именно в этом скрыта одна из невероятностей в современной Германии. Лидер может говорить, но не все, что хочет. Поэтому главный вопрос остается открытым. У кого в руках рычаги? Кто управляет армией Германии? Мерц или регламент? Да, действительно, на бумаге решение принимает канцлер, но в реальности даже простая инициатива может зависнуть в системе. Даже сейчас, когда Германия сталкивается с глобальными вызовами, армейская реформа буксует. По информации, которую обсуждали в политических кругах, задержки идут из-за бесконечной вот этой бюрократии. Контракты проходят по десяткам структурам. Каждое ведомство имеет право внести замечания и отложить запуск на неделю. Даже у Мерца, по словам экспертов в правительстве, нет прямого рычага, чтобы оперативно изменить процедуру. Формально у него есть мандат, фактически каждый шаг требует согласования, отчета и часто повторной проработки. Вот почему реформа идет медленно. Пока канцлер выступает с новыми заявлениями, в ведомствах проверяют запятые в проектах. И это не преувеличение. На практике ключевые решения часто определяются не напрямую правительством, а существующей системой регламентов. Именно поэтому Германия, несмотря на бюджет, по-прежнему не готова к современной обороне. Мерц это понимает, но сможет ли он перезапустить машину, которая сопротивляется даже самому канцлеру? Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.